походу мы сильно старые для этой лиги, и в этот раз повышение нам точно не светит. Всем привет, ребят! И у нас следующий раунд лиги, третий уже по счету идет. Предыдущие раунды, кто не смотрел, есть на канале, ссылочки будут в описании, можете посмотреть. Опять же, третий раунд у нас опять попался клан, подряд уже идут, которые убивают по практически тоталы, там по 44 звезды люди фигачат. Там есть кланы, которые по 45 били, вон в предыдущем раунде с тотал вообще выбили. Поэтому будем смотреть, как получится. Пока что вот счет 2-3 мы выбили, 4 соперники. Посмотрим. Я начну с своей атаки. Дальше уже покажу, что у нас получается вообще по этому клану. Не люблю я темные расстановки, приходится яркость на максимум выкручивать, чтобы было что-то видно. Вот. Короче, буду бить я вот этого. Вот этот 5-й номер. Что хочу сделать? Пульнуть стрелу через центр базы. Вот. Забрать монолит, клановую крепость и башню возмездия. Что еще заберут, не знаю, посмотрим. Посмотрим, швырять или вряд ли. Так, домики строителя, смотрите, они лечат только башню возмездия из того, что я хочу забрать. Поэтому 2 тряса на монолит с клановой крепостью я закину сразу. Тряску на башню возмездия, так, чтобы задеть все 3 домика строителя, кину попозже. Вот, как буду кидать королеву со стрелой? Удобно, кстати, что расстановка, видно квадратики. Ну, вы поняли, да, вот эти вот. Поэтому стрелу я буду кидать на вот эту вот пушкострельную башню, где-то вот с какой-то вот этой клеточки. А у меня есть супергоблины, заберу хранилище. Если выйдут какие-то, как их там, какие-то Теслы, то у меня будут супершары, подберу Теслы, чтобы королева била именно вот эту вот башню. Там посмотрим. Что дальше? Дюк с верхней стороны, королева с нижней, тряски, заберу центр, дальше с нижней стороны против, с обратной стороны вот чистильщика и огнепушки полетят всадники с драконами, сейчас покажу армию, плюс хранитель, плюс принц. Вот. Армия моя, вот она как выглядит, армия у меня ускорена, по петам, ну все видно, да, все, что я взял с собой, плюс новая осадка, плюс 2 рисовки для дюка, в принципе. Так, поэтому идем, смотрим, что будет получаться. Надеюсь, что все будет отлично. Так, как я и говорил, 2 тряски я закидываю сразу, чтобы потом на них не отвлекаться. По 2 гоблина на эти хранилища. Я не помню, 2 заблеров забирают? Нет хранилища вообще? Нет, слушайте, 2 гоблина не забрали хранилище. Сейчас клану крепость что выманят. Не все выманили. Ну ладно, как бы норм. Хорошо, дальше у меня идет. Давайте так. 2 тряса. Дюк. Королева и прожатие дюка, и прожатие королевы сразу. Так. Все, в принципе, все, что я хотел забрать, я забрал. Меня это радует. Поэтому идем дальше. Дюк у нас ушел налево, поэтому я дракона буду скидывать справа. Жалко, гоблинов мне осталось немножко, ну, чисто вот почистить правую сторону, чтобы драконам было куда лететь. Так, королевы нет. Что там возле ратуши? Можно было не тратить, кстати, этот тотемчик. Ну то ладно. Давайте я прожму принца. Ресну. Не, дюка ресну попозже, потому что, ну, если его сейчас резнуть, то будет это. Будет мешать. Этому. Будет мешать дюку. Ой, дюку. Драконы, короче, будут сбивать ярость принца, поэтому... Драконы будут сбивать ярость дюку, поэтому я не рисую дюка. Вот так, вот, блин. Запутался вообще. С этой атакой. В принципе, с верхней стороны все ок идет, с нижней стороны я потрачу. Давайте тотемчик потрачу. Кто тут помер? Не знаю, кто помер. Хранитель. На хранителя я рисовку кину. Я все-таки ресну дюка. И у меня мороз остается. Это будет 3. Плюс клановая крепость полностью живая. И есть у меня супершары еще. Кажется, что вроде армия там заканчивается. Но на самом деле далеко не так. Тут достаточно много армии. Поэтому 3. В принципе, отлично получилось. Но в какой-то момент показалось, что косо. Но хорошо. Так, со своей атакой я закончил. Потом возвращаемся на карту. Я постараюсь записать еще какие-то атаки в онлайне. Следующая, говорю, атака от клана. Точно та же самая расстановка, которую бил я, только другой микс. По миксу здесь что у нас? Дюк, королева со стрелой будет.
Плюс метатели. Тряска на стрела огонь. Стрела не во все попала, да? Да, в клановую крепость не попала и в монолит не попала. Получается, что 4 землетрясения, которые ушли на монолит и на клановую крепость с центром базы, ушли зря. Ну, не знаю, я что-то не понял, почему так получилось. Видимо, королеву криво кинули, скорее всего. Поэтому так. Ладно, посмотрим, как добьют базу. Там у нас уже ребят начали сливать атаки. Уже 2 атаки слили после моей. Ну, я выбил 3, да, там еще ребят делали атаки. И 2 атаки уже слили. Поэтому лига идет у нас прям, ну, очень плохо. Не знаю, что дальше будет. Кажется, что плакало, знаете, плакало наше повышение по лиге. Ну, не в этот раз, видимо, просто не в этот раз. Так, что вообще метатели? Метатели заходят. В принципе, очень даже хорошо пока. Много армий, хилочки, держи живой. Герои живут. Есть воскрешение, есть умение у короля еще. Дюк. Где вообще дюк? Дюк по левой стороне. Да, здесь будет 3. Некоторые сливы, кстати, такие, где... Да, в принципе, все сливы такие, где можно было просто не сливать. Банально, да, кто-то что-то забыл кинуть, что-то вроде яда на клановую крепость было. Вот, такие вот минимальные какие-то сливы. Вот, очень часто стрела, кстати, у ребят летит вообще никуда надо, и в итоге тратится куча банок на, ну, землетрясений на армию, и атаки все равно заходят. Вот, поэтому странно, что много сливов, знаете, по 2-3 слива за лигу, это много, считаю, вот с такой сложностью. Вот, бывает, конечно, атаки не заходят, но, блин, ну не по 2, по 3. Так, ребят, у нас атаки. Я долго открывал атаку, короче, стрела пролетела, забрала клановую крепость, вижу. Походу башня возмездия, клановая крепость. Может еще что-то, но не обратил внимания. Король верхнюю часть подчищает и через самую ратушу драконы. Но очень много атак будет в этой лиге драконами, потому что... Вы поняли, потому что драконы хорошо заходят, и что им не играть? Поэтому так, я играю, все играют, как бы и неудивительно. Хотелось бы, чтобы, знаете, как вся армия была у нас равна как-то по силе, и чтобы не было какой-то там отдельно конкретной меты, чтобы все варили разную армию, все бы разными играли, но, блин, в этой лиге как-то не так. В этот раз вообще сейчас игра так сделана, что, блин, залетает, если что-то одно залетает у всех, у большинства игроков, то все этим начинают играть. Вот, поэтому такой движ. Драконов много, кстати, в атаке, посмотрите. Драконы просто пролетели всю базу через центр, вынесли. Как будто бы ничего от баз не осталось. Плюс осталось воскрешение, 2 тотема, 2 фриза осталось. И я не посмотрел, сколько по времени, но зашло как-то очень быстро. Такая вот 3. Что у нас по промежуточные, да, такие результаты? 8 атак, 22 звезды, у соперника 8, 24. Мы 2 атаки слили, одну на 96, одну на 94, к сожалению, причем слили по тупости. Ну, где-то не уследили, где-то не зашла атака, как-то так. Хотя могло и больше атак зайти на 3. Дальше, ребят, 7 номер. Драконы. Драконы в онлайне. Знаете, уже даже интереснее, наверное, смотреть не на самих драконов, а на то, как закидывают дюка со стрелой, потому что не всегда базы такие явные, куда закидывать армию, куда закидывать королеву со стрелой. Что у нас здесь? Дюк снизу, тряски на монолит, королеву справа, забрали в итоге монолит. Плюс королева с хилками с правой стороны осталась. Король также королеве справа подкинут. С чем король у нас? Сейчас посмотрим. Перчатка лошадка. И как бы пока нормально. Королева живет, ее лечат. Дюк живой. Все хорошо, героев на дефе ушатали. Драконы снизу. Осадка справа. Осадка очень хорошо пошла на подчистку правой стороны. У него очень много мух с дракончиками. Все это хорошо подчищается. Ну и драконы с хранителем снизу через башню возмездия. Клановая крепость. Я что-то не обратил внимания, кстати.
что случилось с клановой крепостью. Вот как-то этот момент я пропустил в атаке. Поэтому не знаю, ну и нет, уже нет. Ладно, что у нас дальше? Кто там вообще возле ратуши? Драконы, тотем, ярость есть в этот раз в атаке. 2 тряса всего было использовано на умение королевы с дюком. Вообще хорошо, королева живет, ее нормально прям там лечат. Умение дюк, умение, говорю, воскрешение есть и немного базы осталось. Тоже 3 будет, скорее всего. Конечно, королева долго будет лупить заборинки, потому что, ну, видите, да, где она застряла, сколько ей там забора надо пробить. Это, конечно, надолго, но что нет, дюка воскресили сверху. По дюкам сверху только башнелучница пока будет бить. Колдуна снизу убьют драконы. Ну и все, такая вот трешка. Будет королева, конечно... она решила не бить, она решила выйти, обойти в каком-то веке. Но это долго было, конечно, все. Да, минута времени, 2 героя с полным здоровьем и парочка драконов внизу. Не сказать, что прям большой-большой запас по армии, но запас по времени героев, я думаю, что добили базу, ну, в любом случае уже, потому что, ну, видно. Видно, что от базы ничего не осталось. Такая атака, нормально так получилось. Собственно, я думаю, что и дальше будут атаки заходить примерно тем же миксом. Плюс-минус редактируются под расстановки, но так образно мало чем меняется. Так, следующая атака, ребятки. Здесь супер гоблины сборщики подбирали, да. Плюс вытравили клановую крепость ядом для того, чтобы королеву кинуть и прожать через клановую крепость, через весь центр базы кверху. Сейчас посмотрим, как это получится. Тесла, не знаю, не мешает, она там... Дюк полетел сверху, и королева снизу с прожатием. Смотрите, как хорошо забрали. Башни, воздушные бомбы в центре, сверху башни возмездия, домики строителя. 1 фен, кстати, забрали с правой стороны. И внизу было 2 арбалета плюс... как ее? Адская башня, забрали 1. В принципе, очень много почистили. Подкинули героям еще короля. Получается, внизу что у нас? Король и дюк. Королева померла. К сожалению, королева померла. Король... Ой, король сейчас еще может монолит убить или нет? Да, подморозили. Хорошо. Прям очень хорошо получилось. Низ весь вычистили. Вот этот заход, я понимаю, это хороший заход. Драконы против фена. Хотя там по драконам будет дамаж только ПВО и пушкострельная башня, поэтому все хорошо. И осадная машина. Ее бы хорошо, конечно, с угла кинуть слева, но тут как кинули. Правая сторона там дюк, но нет ПВОшек, он нормально почистит. Прям хорошо почистит. У драконов запас еще есть ярость, есть воскрешение для дюка, есть... Ворона, кстати, с королем она будет бить, скорее всего, что хранилище, с королем говорю, ворона с этим, ворона с хранителем, хранилище, и дальше ворона, видите, как бьет ратушу. Причем она ее бьет, пока не добьет, при том, что хранитель ушел уже вообще не пойми куда. Ворона ушатала ратушу, прям хорошо. Хорошо. Страж остался. Вебка потухла, потом включу ее. Не знаю, что с ней гляну. Страж остался в центре, герои на дефе. Дюка воскресили, добьет он правую сторону. Ну да, здесь 3. Здесь 3. Начало хорошее прям было. Прям вообще хорошая ворона с ратушей. Это вообще бомба, потому что там были-то всадники на драконе, а они ратушу не бьют. Они просто облетели и просто тупо ворона ушатала ратушу. Прикольно. Все равно, конечно, немного запаса, 30 секунд. И драконов там штук 5. Тем не менее, эта атака зашла получше, чем предыдущая. Еще одна атака, последняя, ребят, будет в этом видео. Здесь дед хранитель с хилками, плюс... Ой, планшет садится, отлично прям. Хранитель хилки, плюс супершары и фаербол хранителя, да. Так, вверх почистили уже, пара печек с хранителем, плюс... плюс еще ворона. Как бы, ворона вообще огонь, мне нравится. Пет, да, иногда умирает быстро, но если его никто не дамажит, он прям... Огонь как помогает на почистке, это ворона. Так, хранителя будет прожимать в огнепушку.
Оп, смотрите, сколько забрал хранитель. Просто очень много. Считайте, ну не пол базы, конечно, но каких-то процентов 20, наверное, уже вынесли. Всю верхнюю ячейку. Прямо очень много. Хорошая атака, хорошо заходит пока что. Сейчас посмотрим, что дальше будет, потому что там это... Ой, дед, чтобы он не откинулся. Так, а что вообще дальше? Печка вверх, вверх подчать. Пока, наверное, за дедом следят, чтобы он почистил ратушу. Королеву прожали. Активировалась невидимость возле ратуши. И, к сожалению, хилки получают урон от мульти. Левая сторона, там король-королева, плюс пока что бревномет. И вроде норм. Есть дюк, он на добив, он еще не был пока высажен. Ой, нормально, слушайте, шары. Еще деда отманили от огнепушки немножко. Так, ну, дед с правой стороны, там дальше, я думаю, что пока будет нормально справляться. Хотя, кто знает, очень много дамажит это башня деда. И сейчас он, скорее всего, что может умереть. Да, дед умер. Одно воскрешение только есть. Что по шарам? Да и шариков, кстати, нет. Есть только дюк один и все. Плюс 2 воскрешения, плюс тотем. И жалко, что за хранителем не уследили. Башня возмездия, конечно, очень неприятно стоит. Она надамажит прям... Она прям много надамажит. Скорее всего, что вот в этой атаке уже трюхи не будет. Да, эта атака будет тоже сливная, потому что вся армия закончилась возле вражеских героев. Как-то очень много дамажит герои, к сожалению. Так, Дюка воскресили. Нет, Дюка не воскресили, это пока что Феникс еще. Сейчас еще Феникс пока почти... Ну, там время 13 секунд, поэтому даже если Дюка воскрешат, тут уже... Ну, уже все, времени не хватит. И да, атака будет это сливная. Я не понял, если честно, где армия вся закончилась, но мне что-то такое ощущение, что на героях закончились и шары, и герои атакующего. Как-то так получилось, и у нас в итоге 3 трешки. Я думаю, что этот раунд будет окончательно сливной, тоже как и первые два. Обидно, конечно, но тяжело у нас лига идет, ничего не поделать с этим. Ну что, проиграли мы третий раунд тоже, в принципе, ничего удивительного, да, 44-40. Короче, 2 раунда с нас выбили по 44, второй раунд был, с нас выбили 45. Короче, походу мы сильно старые для этой лиги, и в этот раз повышение нам точно не светит. Поэтому, ну, как-то так, отыграли раунд, совсем неинтересно. И, ну, дальше я буду снимать, я начал снимать лигу, поэтому остальные раунды тоже снимаю, отыгрывать будем как можем. Но у нас некоторые ребята в клане делают атаки, и, знаете, как лишь бы было, вот просто. Кто-то старается, думает над базой, делает трюхи, да, там получается, не получается, а кто-то лишь бы было, и вот, собственно, и результат. Потому что, ну, 40 звезд из 45 это сильно мало. По этому раунду все, больше ничего записывать не буду. Следующий раунд в следующем ролике. На этом заканчиваем. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.